Всем привет, кто заходит. Не знаю, включился еще или нет, но всем привет, большой привет. Заходите, сегодня у нас суббота, сегодня у нас подсказки. Будем смотреть подсказки на следующую неделю. Или, о, какая свечка, смотрите, как горит. Ой, свечка, говорю. Спичка. Спичка. Она до сих пор красная. Не спали мне ничего. Уберу куда-нибудь на другой стол. Всем привет еще раз, кто заходит. Привет. Кому нужны подсказки, пишите подсказка. Я вот сейчас буду доставать как раз таки. Если подсказка, то подсказка будет на этой колоде. Такая вот у нас колода есть с подсказками. Если напишите подсказки, то посмотрю на всех колодах. Сейчас я зайду в телефоне, потому что на компьютере я вообще не могу читать. Мне далеко комментарии читать. Вот. Ой, девчонки уже прошли. Евгеша кто-то тут. Вот Евгения у нас. Ой, новенькие. Добро пожаловать к нам на посиделки. Подсказки, если на всех, просто подсказки напишите, то будем смотреть вообще на всех, на 5 колодах. Колоды красивые, подсказки хорошие. Вот, сейчас я их все достану. Вопросики, так, если вопросики нужны будут, ой, сейчас я ссылку не дала, то вопросики по ссылке, там 250 рублей у меня стоит. Да, пока так у нас. Добрый вечер, Евгеша, Антонина, да, Светик. Так, потом у нас будут еще общие расклады, вы помните, да? Общие расклады можно будет посмотреть. Добрый вечер, Ирина. Всем добрый вечер, всем привет. Давайте будем смотреть подсказки. Так, но сначала, смотрите, у меня там есть вопросик один. Уже есть человек, кто написал мне. Донатик кто скинул, еще до эфира притом. Сейчас мы быстренько посмотрим. Мне по традиции на всех колодах Ирина пишет, хорошо. Давайте сейчас я отвечу на вопросик и будем подсказки смотреть. Ольга написала. Здравствуйте, хорошего вам эфира. Спасибо за ваши расклады, они сбываются. Можно посмотреть, какой будет октябрь. Для вас какой будет октябрь, да, спасибо. Сейчас мы Оле посмотрим. Так, для Оли. Какой будет октябрь для Оли? В октябре, смотрите, какая-то ситуация с финансами завершится. Когда вы не могли много заработать, когда вам не хватало денег, когда не было возможностей. То есть вот эта ситуация, когда, видите, ничего не могу сделать, как бы ограничения в деньгах. Видите, тут у вас с деньгами были проблемы. Это все закончится, ситуация поменяется. Ох, как насчет денег хорошо. Поменяется. И что, вы будете довольны в итоге насчет денег? В общем, выровняется какая-то ситуация, которая была зависшая, или что-то там вам не хватало денег. Это ограничение по деньгам как будто снимается у вас. Так что классно. Так. Но в любви все сложно. Мечты, неясности, что-то тут. Но в любви, видите, тут какие-то тяжелые нагрузки, тяжелые обстоятельства, когда вы мечтаете, да, но не можете это осуществить. Вы бы хотели, чтобы у вас было все классно, но никак не получается. И что дальше будет, неизвестно. То есть насчет любовной сферы у вас тут неясности. В итоге все-таки вы найдете своего человека. Вы как-то выходите тоже из вот этой ситуации, когда непонятно что. Может быть, под конец месяца. Но это тоже разрешается, когда непонятно, когда тяжело, и когда вроде и не с кем серьезные отношения строить. В общем, какой-то человек пойдет. Но это может быть прям в конце месяца. Да. Это для всех на октябрь? Нет, мне вопрос уже, мне уже донатик отправила Оля, и вот я ей сейчас вопрос смотрю, донатики сначала смотрю, потом в комментариях подсказки бесплатно, всем подсказки, а донатики платно, вот поэтому я сейчас смотрю для Оли, вопросик она написала как раз таки, какой будет октябрь. На деньги мы посмотрели, на любовь мы посмотрели.
Ну, знаете, здесь как? Здесь человек может войти не для серьезных отношений, так что будьте готовы. Если начаться может как-то вот не настроены. То ли вы будете не настроены. Вы будете настроены, что куда хочу, туда лечу. Я свободная, наконец-то с финансами все наладилось, не нужен мне пока что никто. И как бы вот на этой волне может, в вашу жизнь может войти человек. Вот. Для каких отношений вы потом сами решите, да? Ладно, хорошие там может быть отношения. Посмотрите, даже может не один мужчина. Так, сейчас посмотрим дальше. Ну, по здоровью, октябрь, смотрите за своим здоровьем. Если что-то неожиданное такое выскакивает, да, то сразу решайте этот вопрос. Периодически что-то будет такое. Ну, аккуратнее, можете порезаться, там, пораниться, да, поцарапаться, что-то такое. Аккуратнее просто будьте и все. Время от времени. Не знаю, все нормально будет. Вот. А что тут еще какие... Ну, насчет новых возможностей, смотрите, здесь не ждали, в общем, не ждали, да, но какой-то выбор вам предоставят, направят вас куда-то, знаете, туда, куда вам нужно, где вы должны находиться, к мечте вас направят, смотрите. Вы как будто так ждете, все нормально, так все хорошо, наконец-то все наладилось, делаю, что хочу, а вам бац такой, ну давай выбор делай, куда пойдешь? По судьбе или не по судьбе? Вы такая, да, иду к своей звезде, к мечте, в общем, да, вас направят, вас как-то выбор вам дадут, и вас направят, вы сами туда, ну, поймете, как сделать выбор. Внутри просто, ну, почувствуйте, прислушайтесь к сердцу, в общем. Какие еще будут события? Ну, вы будете сомневаться, здесь, кстати, какой-то мужчина будет вокруг вас, вы будете сомневаться насчет него, потому что он будет какой-то, знаете, ненадежный, возможно, манипулятор, да, вы можете закончить отношения с каким-то человеком, с мужчиной, потом, ну, вы будете сомневаться и думать, а потом решите, ну, нафиг, ничего не понятно с ним, какой-то мутный, вот, так что, да, вы можете закончить отношения с каким-то мужчиной. Какие еще вот я новости посмотрела. Ну, как-то вот так вот вышло вам на октябрь. Что еще вам нужно знать? Ну, что вот это вот сомнение ваше не закончится. Ну, будет радость какая-то. Можете встретить, кстати, старого знакомого, кто-то приедет, того, кого вы давно знаете, и вы будете рады. Человека можете встретить из прошлого, что вас порадует эта встреча, кстати. Сейчас посмотрим вам совет, ну, подсказку на этот ваш вопрос. Та-дам! Устройте себе отдых. Ольга, устройте себе отдых, такая вам подсказочка. Ну да, вы тут пойдете в свое русло и будете отдыхать, и вот это все будет к вам приходить, когда вы нормализуетесь. Не могу отправить, нет переводов рублями. Я не знаю, почему нет переводов рублями. Попробуйте не рублями, может оно переведет в рубли, я не знаю. Вот. Почему нету? У меня есть перевод. У меня вот российский рубль. Просто можно справа выбрать. Там есть рубли, доллары, евро, бразильский реал, турецкая лира, польский злотый. У меня вот можно выбрать с правой стороны, как бы вот. Добрый вечер, Анет. Чем оплатить? Вот можно выбрать с правой стороны. Тут есть такая треугольничек перевернутый, как бы вот. Поэтому вот не знаю. Смотрите. Ой, мне тут еще донат. Так, давайте еще ответим на вопросы девчонкам. То, что донаты отправляет, им надо по-быстренькому, наверное, бежать. Поэтому смотрю их сначала. Светик отправила. Оля, спасибо. А чтобы нужно было в рублях, нужно VPN отключать. Вот. Кстати, поэтому этот... Спасибо, сейчас попробую, да. И когда вы YouTube-то смотрите, тоже, по-моему, VPN нужно... А, нет, нужно включать. Ну ладно. Так, смотрим для Светика. Добрый вечер. Что ждет в личной жизни до конца этого года? Благодарю. Так, Светик, смотрим, что? Светлану. Так, ждет в личной жизни до конца 2024 года. Что у вас будет? Ну, смотрите, вы откуда-то уйдете. Вы уйдете, ну, уже пора. Знаете, вы почувствуете, что уже пора уходить.
Вы уйдете от, ну, вы смотрите, откуда вы уходите. То ли от манипулятора вы от какого-то уйдете, то ли от ситуации такой, где на вас давят, давление какое-то, вам это не нравится, не устраивает. То есть там кто-то хочет решать все за вас, возможно. Куда вы идете? Вы идете к своей мечте. Может быть, вы уйдете от такого человека, который вот над вами давлеет, как бы, да, манипулирует, давит на вас. Вот вы можете уйти вот от этого и пойдете вот к тому, чего вы действительно хотите. Так, в личной жизни. Так. Будет ли новое знакомство? Смотрите, ну тут в личной жизни, видите, нестабильно тут. Очень, будет что-то тяжелое, нестабильное. Когда вы будете закрываться, вот вы будете думать, этот, не этот, что-то не то, и этот не тот, и то. Ну, как бы не будет вариантов для серьезных отношений, да, видите. Но вы будете мечтать о своем, но подходящих не будет мужчин рядышком, чтобы вот что вот мой, например, мой, хочу вот все мое. Нет, тут как-то сложно будет выбрать даже. Вообще будет ли? Нет, вы будете одна. Смотрите, будет ли там мужчина, видите, вы будете одна. Вы будете как-то, фокус на себя будет. Чего вы достойны, чего вы хотите. Здесь как будто так и должно быть. Сейчас время будет до конца 2024 года, вот как вот вы загадали, сосредоточено на вас. Это время вам дано, чтобы вы поняли, чего вы хотите, куда вам идти, ваши желания. Тут как бы вам и так будет хорошо, вы поймете, как вам наполняться. Здесь время для вас дано. Ну, вот, ну так должно быть, как бы, так должно быть. Вот это вот время вам дано, и все. Тут не будет заходить мужчина. Почему-то так. Что нужно, чтобы быстрее, да, вам встретить вашего мужчину, который будет вас любить? Ой, нужно держать курс на будущее. Смотрите, планируйте, смотрите только в будущее. И уже, кстати, начинайте реализовывать, как вы хотите. Да, тут нужно действие. Смотрите, когда вы начнете реализовывать, ну, какие-то действия выполнять для своего будущего, тут ворвется ваша жизнь, какой-то страстный мужчина с предложениями о романтике. Ну вот романтика, встреча, свидание, тут кто-то ворвется в вашу жизнь. Когда вы повернете фокус на себя и на будущее, начнете вкладываться в свое будущее, не ждать сейчас, когда вот не ждать его, да, когда мужчина придет, а когда вы просто будете жить своей жизнью. Когда отпустите это, что вам он и не нужен, он придет прям быстро как-то. Ну, какой он будет, смотрите, 2 карты подряд. Какой мужчина придет сразу, для семьи придет, для счастливой, для такой вот любвеобильной семьи. Распишитесь, будет мужчина. Возможно, не в этом году, видите, но вот когда тут и любовь, и прям вот чувство на максимальной прям такой волне. Распишитесь, влюбитесь. Да, будете вкладываться, и он будет вкладываться. Не будет такого, что кто-то будет жадничать, свои чувства показывать. Будете вместе вкладываться в отношения, ценить это будете. В 2025 может появиться, видите, тут вот нужно сначала какие-то решения принять, какие-то действия сделать, какие-то серьезные вот ограничения себя. То есть вот это все, это нет, это да, вот так туда иду, это хочу, это не хочу. Да, и тогда, видите, придет. В 25-м тут, скорее всего. Можно, конечно, еще посмотреть, если вы начнете действовать. Тут, кстати, знаете еще, может прийти в этом году мужчина из прошлого, который может вас как-то соблазнять. Но несерьезными намерениями, какое-то предложение будет, которое вас расстроит. Вам не понравится. Несерьезно какой-то. Несерьезно. Ничего серьезного вам не предложит. В общем, смотрите, держите фокус на себя, на свое будущее. Не ждите его, главное. Тогда он быстрее придет. Ну, в этом году фокус на себя надо. Надо себя преобразить. У меня такое было. Тоже хочется, да, Новый год встретить, да, со своим мужчиной. Но я помню, на новогодние праздники пошла к подружке.
Сделала ногти раз в жизни, больше никогда не делала в жизни. То есть первый раз и последний. И вот мы там с ней, я захожу, она: ой, я тут переписываюсь, давай тебя зарегистрируем. Тут же щелкнула меня, выложила, зарегистрировалась, от меня переписывалась, короче, мы с ней посмеялись. Что вы думаете, все, я тут же познакомилась с мужчиной, тут же закрыла анкету, и мы с ним общались много лет. Ну, вот, хороший человек оказался, представляете? То есть вы не угадаете, когда это будет. Вы когда вот подумаете о себе, это может случиться неожиданно просто. И он тоже мне потом говорил, что я обратила внимание на твои ногти. Такие красивые были. Я после этого больше ни разу не делала. Мы с ним встречались какое-то время. У меня больше таких ногтей не было. Но это он мне потом уже сказал, что я обратила внимание. Так что ухаживайте за собой. Берите вот весь курс на себя, на то, что вы хотите. Человек придет. Ой. Просто вам на определенное время дают на себя. Потом, видимо, не будет на это времени. Или как-то нужно будет распределять грамотно, учиться уже. Светик, давайте посмотрим подсказку. Используйте свое обаяние. Вот в этом вашем вопросе используйте свое обаяние. Чтобы быть обаятельным, нужно быть уверенным в себе, красивым. Да, нет, бесплатно. Нет, подсказки у нас бесплатно. Если нужна подсказка, то пишите подсказка, и вот на этой карте будет подсказка. Вы в голове мысленно вопросы загадаете, да, и тут будет подсказка. Вопросики у нас за донаты. Донаты по ссылке, 250 рублей там. Для Анет сейчас смотри. Анет, посмотрите, пожалуйста, какие будут действия, его действия к вам. Для Анет смотрим. В какое время-то? Ну ладно, в ближайшее время какие его действия к Анет? Да все так же ровно будет, все так же, вот как и было, вот что он раньше делал, то и будет делать. Видите, это будет продолжаться, как-то все ровно будет. Если не было никаких веселых горок таких, то и не будет. Если спокойно было, то так же и будет спокойно. Как будто то же самое продолжается. Вот как будто рутина, как будто встаете, делаете то же самое, все то же самое будет. Тут как будто как действие-то и не показывает. Он какой-то вопрос, ну, вы далеко, да, вам не хватает, тут нехватка. У него, знаете, чего не хватает? Смотрите, не знаю, почему показываю так, но ему не хватает близости, ему не хватает энергии, ему не хватает вас, энергии, которую вы даете. Ему нужны вы, да. Тут как бы вот показывают. Действия-то какие, ну, будут у него. Он боится вас разочаровать и хочет действовать только тогда, когда он 100% уверен, что вы одобрите это. То есть, когда вот 100%, потому что он боится, что если что-то как бы не так, вы можете не принять что-то, не понравится вам. Он хочет точно, чтобы вам понравилось, чтобы вы точно приняли его. Вот тогда только он будет действовать. Блин, ну тут непонятно. Тут как будто он вообще может неожиданно приехать или какое-то что-то вам такое сказать, какую-то новость, известие. Может неожиданно приехать. Ему нужно прилететь. Да, он неожиданно приедет, а потом опять уедет. Он опять уйдет туда, да, вот в эту вот неизвестность. И непонятно, когда вы снова будете, опять будет расстояние между вами. Он может неожиданно приехать. В ноябре вроде как. В октябре не знаю так. Нет, в октябре, если у него получится. Октябрь-ноябрь он может приехать. Октябрь-ноябрь. Сентябрь что-то я не посмотрела. Сентябрь тут уже заканчивается. Нет, сентябрь, говорит, подожди, месяц закончится. Чуть в октябре. Октябрь-ноябрь может приехать. Вот. Декабрь, январь. Декабрь он, скорее всего, будет там пахать, просто работать. У него будет завалено работой.
Вот. Так что так. Когда приедет, вы будете обсуждать какую-то новую идею, вы будете решать что-то новое. Да, какие-то тут вопросы будете обсуждать. Обсуждать планы о переезде, кстати, тоже будет. Ну, все будете обсуждать, чтобы выйти в стабильность. И проблемы он вам может рассказать свои. И что на работе там не получается, что нужно вот... Да, никак тут что-то опять тянется и тянется у вас пока что. Какие-то вопросы тянутся, решение никак не завершится. Будет работать опять. Когда уже у него там? Какие планы после переезда? Обсудить и уехать работать. Ну, в первую очередь, провести с вами время классно. Увидеться с близкими людьми и с вами время провести замечательно, так, чтобы вам понравилось, так, как вы хотите. Вот это вот в первую очередь его планы. Кайфануть, короче. Оторваться. Еще какие у него планы? Ну вот, завоевать вас нежными речами, провести с вами время. Вот, по достоинству там вот вас оценить, что все будет нежно. Ну, может что-то подарить, заботиться будет. Что-то такое, может из одежды, может из золота, не знаю. Какой-то подарок вам может сделать. Такие вот у него планы. А потом поедет работать. Видите, потом дорога и на работу опять. Как бы вот так получается. Насчет переезда, какие у него планы? Ну, он думает, что всему свое время, что поскорее, ну, вот, что вот как только, так сразу. Видите, он идет, он думает, что это немножко медленнее, чем хотелось бы. Вот удача бы улыбнулась, и быстрее бы все так пошло, вот было бы круто. Но он идет к цели насчет переезда, он прям уверен, но медленно, конечно, но верно идет, стабильненько. Планы насчет придерживается этого плана, он все так же все. Вот. Сейчас подсказку посмотрим. Ой-ой-ой, сейчас у меня... Это что, зарядка? Вот. Компьютер чуть не выключился, смотрю, у меня там батарея уже на нуле почти. Так, смотрим подсказку для Анет, смотрим. Обратите внимание на свое самочувствие. Ну вот, пока он не приехал, смотрите за своим здоровьем, не простывайте, одевайтесь, а то сейчас уже холодать начинает. Вот, так что, Анет, такой вот получился раскладик для вас. Ой, Светик написала. Сейчас Светику посмотрим. Так. Спасибо, Анет, вам тоже спасибо, удачи вам. Так, Светика, смотрим, что у него сейчас на сердце, да, по отношению к вам. Он очень много думать о будущем стал. Очень много задумывается о том, какое будущее он хочет. Планирует будущее. По отношению... Ой, а по отношению к вам он считает, что все. Я спросила, будущее планирует с вами, по отношению к вам, видите, он думает, что это все конец. То, что вы там поссорились, поругались, расстались, и все как бы уже, все разрушено. Можно ли восстановить? Ну, такое себе восстановить, такое себе как бы вот. Ни вы, ни он можете не пойти на это. Тут какая-то шаткая ситуация. Очень сомнительно, что можно восстановить, потому что тут как будто много неясностей. Небольшую коллекцию нижнего белья сшила. Время провожу продуктивно, буду потом демонстрировать. Супер, Анет, супер, 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 супер. Поздравляю, рада за вас. Так. Ого, смотрите, я спросила, есть ли у него чувства по отношению к Светлане. Смотрите, у него какие чувства? Чувства
что вы его оставили в покое. Он думает, что вы очень такая вот холодная, неприступная, хоть и страстная, да, хоть и желанная, но такая вот, которая все отрезала, как все решила закончить. Возможно, это вы приняли это решение. Возможно, это ваше было желание расстаться. Может быть, эмоционально вы это приняли решение. Границы, рамки. Но в то же время вы ограничили. Смотрите, возможно, да, если вы это импульсивный у вас поступок был расстаться, да, то вы закрыли ему ход к вам. Он не может действовать. Будет ли он вас возвращать, кстати, время покажет. Он может еще прийти, может еще прийти мириться. Может еще предложить, сказать: так, у нас с тобой все было хорошо, меня к тебе там тянет, да, и давай-ка продолжим общаться на несерьезном уровне. Романтичные встречи может предложить. Флирт. В общем, здесь флирт может начаться заново. Но тут как бы тайные все равно отношения. Тут будут скрытые отношения. Просто получать удовольствие на какое-то время может вам предложить, и все. Серьезные отношения. Здесь, скорее всего, для серьезных отношений другой мужчина к вам придет. Что-то я начала про другого смотреть. Ладно, не буду. Другой мужчина. Какой другой мужчина? Какой-то другой может прийти. Но этот мужчина, вот про которого вы спрашиваете, Светик, он еще может вернуться. Он как бы будет приходить, уходить, приходить, уходить. Он еще может вернуться, чтобы... Потому что еще зависимость есть. Как бы, ну, непривычно так расстаться и все. Ну, тут новый этап какой-то может, да, опять... Ну, тут как будто нету будущего, да, вместе у вас пока что. Но есть то, что еще не закончено, как будто не закончили вы окончательно. То, что он еще может вернуться. Да, до конца 2024 может вернуться, а потом опять отдалиться, да. Может сманипулировать как-то, поэтому, ну, обращайте внимание, с чем он придет. Я зачинщик всего этого. Он тоже ничего не делает для возвращения. Ну, понятно. Хочется, конечно, как-то спровоцировать, чтобы понять хотя бы, да, вот что он чувствует, что он хочет вообще в перспективе, каких отношений, что он может дать. Да, то есть, как бы, чтобы понять, как бы идти вам вместе в будущее или нет, это нормально. Ну, у вас может быть тут только флирт, потому что вам это не подходит. Только, вот видите, флирт может быть. Ну, вы это не примете все равно. В конце концов скажете: так, ты меня ограничиваешь, прошлое вас держит, и вы не можете идти вперед. То есть он как прошлое для вас, ограничение. Да, вы не можете, видите, чувство у вас на стопе. Вы не можете чувствовать так, как вы хотите. Да, тут какая-то... Вы еще не решили как-то вопрос вместе с ним, не до конца выяснили. Потому что маленькая надежда, вот у кого-то из вас, да, или у обоих, есть маленькая надежда, что со временем, да, может все наладиться. Типа вот как бы мы можем все-таки быть вместе, там, да, но тут, видите, тут нету понимания, нету представления о том, как хотелось бы, да, вот у вас вместе. Он думает о будущем так, а вы думаете по-другому. У него одно представление о семейной жизни, да, и о том, что он хотел бы с вами. То есть он видит ваши отношения не так, как вы хотели бы видеть, ну, в будущем, да. У вас мировоззрение, он немножко это... Переживает ли он? Да, переживает. Он, вот смотрите, он переживает, он думает, что а вдруг, это было бы классно, все вместе можно было бы восстановить, да. Он переживает, но он еще и думает о том, что
Ну, как бы, зато теперь он свободен для нового общения. Может быть, в новом общении он найдет то, что бы он хотел. То есть он теперь может не... Ну, тут несерьезные отношения. Если он с кем-то будет флиртовать, тут ничего серьезного он не будет предлагать. И, кстати, он долго будет вот так вот. И если вот увидите, он для серьезных отношений вообще нет. Он здесь будет приходить, уходить. Нет, видите, он тут не может ничего дать женщине. Слушайте, тут на работе может какой-то человек вам подкатить. Видите, смотрите, на работе какой-то человек может, то ли что-то связано с работой, что вы будете решать какие-то вопросы по работе, и тут вот приезд человека к вам. Какой-то человек новый придет, не знаю, может даже и не из этой стороны приедет, прискачет. Он вам нужен? Нет, он вам не нужен. Какой-то новый человек тоже приедет, будет у вас какое-то новое знакомство с человеком. Он вам не нужен, он вам тоже ничего такого дать не может. Пока почему-то нету. Вы еще эту историю немножко не закрыли. И он еще вас не отпустил, да? И вы в его сердце тоже есть, потому что он еще будет возвращаться. И вы о нем думаете, и он о вас думает. Но хотя он думает, что вот, как вот мужчины обычно храбрятся, когда только что разошлись. Типа, все, я теперь свободен, куда хочу, туда лечу. А потом начинает понимать, что, блин, как бы не стоило мне. Да, надо было немножко по-другому себя вести. А девчонки, наоборот, они сначала переживают, потом их отпускают, и они такие, уху, теперь я куда хочу, туда лечу. И он приходит как раз-таки. Проверочка такая. Поэтому он тут, ну, не может он вам пока предложить серьезных отношений. Тут тоже подвешенное состояние, жертвы. Идти на жертвы надо, ну зачем? Ну, еще будете решать вопросы между собой. Потому что о будущем, как будто вы думаете по-разному. То ли в семьях у вас принято так, что у него так, а у вас по-другому. Надо это поговорить, просто надо все до конца выяснить. Как бы, сможете вы вместе быть, можете ли вы дать друг другу то, что вы хотите, или нет. Ну, как бы вот так выяснить надо это. Подсказка на ваш вопрос. Поверьте в свои силы. Поверьте в свои силы. Здесь так вот. Переживает, конечно, но нет у него такого, знаете, определения на будущее задел пока что. Давайте сейчас в чатике почитаю. Подсказки. Так, теперь начинаются подсказки. Хорошего эфира, да, хорошо, спасибо, Евгеша. Так, подсказки для Антонины. Подсказки. Начинаем подсказки. Для Антонины подсказка. Позвольте себе быть не идеальной. Это сделать легко. Принимайте себя просто, и все. Просто кайфуйте. Для Антонины подсказка. Не откладывайте реализацию новых идей ни на минуту. Ну-ка, какие у вас там новые идеи? Не откладывайте их. Давайте, реализовывайте. Спасибо, Светик, вам тоже. Спасибо большое. Хочется уже, чтобы у вас все наладилось. Вот завершите вот это вот, потом будет видно. Выясните уже, что кто хочет. Так, для Антонины подсказка. Ой, не пытайтесь понравиться всем. Ой, это, кстати, почти как и первая подсказка. Не пытайтесь понравиться всем. Первая или вторая тоже такое было у вас. Наподобие в одной теме. Антонина, подсказка. Смотрим. Победи свой страх. Тебе придется столкнуться с ним лицом к лицу. Верь в свои силы. Ты сможешь его преодолеть. Вы все сможете преодолеть. Главное, настрой.
Ой, я окно не открыла сегодня, было холодно. Я его закрыла, теперь мне жарко. Так, для Антонины смотрим. Так, это у нас послание из будущего. Ты на пороге нового этапа своей жизни. В самое ближайшее время тебя ждут колоссальные изменения в лучшую сторону. Ну, супер же. Так. Подсказки для Анны. Да, теперь пока дойдем. Для Евгении. Евгения 35. Подсказки. Так, для Евгении смотрим. Так, Евгения, подсказка. Проявляйте активность. Евгения, проявляйте активность. В каком-то вопросе нужно проявлять активность. Может, выпрыгивает. Вот это вот сама выскочила. Это вот тоже вам. Вы слишком напряжены. Пришло время отдохнуть. Проявляйте активность и отдохнуть. Так, для Евгении. Это уже я сама вытащила. Все в ваших руках. Действуйте незамедлительно, и вас ждет успех. Действуйте. Ну, то есть нужно вам, видимо, распределять время на отдых и на действие, потому что действовать вам нужно точно, но и отдыхать тоже. Находите время отдыхать. Не упахивайтесь там. Не думайте, что я сегодня сделаю все, лягу утром. Так, Евгения, подсказка. Ой, не пытайтесь понравиться всем. Я мешала. Я не знаю, я мешала. Ну, вот так получилось. Вам тоже такая подсказочка. Антонина, вас тоже благодарю. Приходите на эфирчики. Всегда вам рада. Так, для Евгении смотрим. Подсказочка. Расставляй приоритеты. Ты не сделаешь ничего, если будешь пытаться сделать все. Смотрите, прям как я и сказала. То есть, вот. Алина, здравствуйте. Оплатила донат. А вы там мне написали вопрос, да, в донате? Я посмотрю вам сейчас. У нас подсказки пока. Так, для Евгении. Послание из будущего теперь. Тебе не нужно чужое одобрение, чтобы делать то, что нравится. Не бойся быть собой. Так. Написала Алина, да? Сейчас посмотрю. Сейчас. Тут тоже так же написано, да? Хорошо. Для Алины смотрим. Донатик. Это звук, когда донат приходит. Но почему-то он стал тормозить и вообще то включается, то нет. Так, для Алины смотрим. Отношения, да? Вот смотрите, в ближайшее время тут насчет отношений как-то нету у вас отношений, как будто вы хотели бы, но тот человек не может вам дать, что вы хотите. Как будто он замкнулся. Закрыл свои чувства. Прям 2 карты выпало. Смотрите, он закрылся от чувств. Сердце свое закрыл этот человек. А вообще отношения между вами какие могут быть? Вообще этот человек, он ушел от каких-то ссор, от какого-то такого, знаете, от вот эти, когда ругаются, когда ревнуют на ровном месте. Вот он ушел от этого. А с вами-то? А он хотел бы с вами отношения. Но знаете, не таких, когда пользуются друг другом, да, или пользуются там другим человеком, когда не ценит, он таких не хотел бы. Видимо, у него опыт такой был. Опыт был, да, на страсти завязан, был опыт на страсти. Уже нету, это все прошло. Когда человек пользовался. А насчет вас тут выходят хорошие карты. Вот 3 карты. Это когда он хотел бы вам сказать, что хочет от вас детей.
Будь моей, да, я хочу от тебя детей. Тут как бы так. Но сердце он свое закрыл. Почему же он тогда вам не скажет? Он вам не скажет, потому что, видимо, он думает, что он до вас не дотягивает. То есть у вас какие-то требования такие высокие, чтобы много зарабатывал, например, да, или чтобы должность была большая, чтобы он мог вас обеспечить. Поэтому он к вам как-то вот боится проявляться, потому что вы думаете, что вы его не примете. То есть вы такая вот с мечом такая: о, что там у тебя? Не нравится мне, да, твое предложение. Думаю, что вы его не примете. Вот тут как-то так. Еще узнать, в каких вы отношениях, было бы проще, да? Так, до конца 2024 года какие у вас могут быть отношения? Ну, тайных отношений точно быть не может. Это уже хорошо, когда они выбирают вас тоже. А какие могут быть? Могут быть-то какие? Если у вас начнутся отношения... Он женат. Ну вот тайных отношений точно не будет, видите? Если начнутся какие-то отношения, то узнает, семья узнает. То есть, поэтому, значит, получается, что его предложение вам не понравится. Он вам не может ничего предложить. Поэтому, наверное, эти карты выпали. То есть сохранить тайну, если вы захотите вместе, не получится. Здесь узнают все. Поэтому будьте аккуратны. Тут так и видно, что вы его не примете. Я думаю, почему эта карта вышла? Тайны отношений нет. Не получится. Зачем он вообще пришел в вашу жизнь-то? Чтобы вашу стабильность пошатнуть. Чтобы вы начали сомневаться в своих мечтах. Что-то здесь такое, какое-то негативное. Зачем он? Он тормозит ваше будущее. Видите, он закрывает помощь в движении в будущем. Движение в будущее. Кого-то зафига нам нужен? Что с ним делать-то? Ой, общайтесь с ним, как будто ни в чем не бывало. Как будто вы ничего не знаете, а он вам ничего не говорил. Даже если он предложит или там каких-то отношения, да, что-то такое, что вам не понравится, вы общайтесь, как ни в чем не бывало. Просто скажите все как есть. И как бы вот... Я этого не слышала, но чтобы больше этого не было, держись там, как бы все, больше к этому вопросу не возвращаться. Потому что он может вам что-то предложить. Но тут лучше отказаться. Видите, лучше отказаться, потому что об этом узнают все. И вы потом очень будете переживать. Что он к вам чувствует вообще? Он чувствует, знаете, что он к вам чувствует? У него к вам есть чувство, вы ему понравились как женщина, и он думает, что периодически можно было бы встречаться, но только на его условиях. Вот так вот, как бы вот так вот, такой манипулятор такой. Ему как будто семья вообще не мешает. Вот он хотя бы, да, например, если он не свободен, его вот эти ограничения вообще не ограничивают. У него, видимо, в прошлом уже был такой опыт. Или, возможно, семья держится, потому что ребенок. Ну, короче, какое-то что-то тут не очень. А если вы встанете перед выбором таким, да, быть с ним или не быть, да, то у вас будет очень много страхов, нерешительности. И вообще тут, видите, тут может быть неприятности, короче, могут быть у вас семейного такого характера.
что пара может развалиться. Видите, если у вас кто-то и есть такой, кто вам очень нужен и дорог. Короче, не ведитесь на его эти вот воду мутит. Ну, не может он вам дать то, что... Просто вы ему понравились, и он думает, можно было бы иногда встречаться. Романтичной обстановке такой. Ну, может быть, он так даже делал уже, я не знаю почему. Это как будто помогает ему наполниться, что ли, стать таким вот. Все, опять то же самое показывает. Что-то еще спросить про него? Алина, спросите еще что-то или нет по вашему вопросу? Может, уточнить? Людмила Козленко, здравствуйте, добрый вечер. Подскажу, да, посмотрим подсказки. Сейчас мы для Алины. Алина, что-то еще, да, ну, спросить, пока я вас смотрю. А какие у них отношения с женой? Ну, нормальные отношения. Периодически она ждет его. Ну вот временами такое бывает. Так, тут 3 карты, вот они вот так вот выпали подряд. Видите, временами она его ждет, потому что он на расстоянии бывает. Ну, в будущее они идут и смотрят вместе. Как бы у них согласие, все, договоренность, они понимают друг друга. Она знает к нему подход. Вот, она знает к нему подход, она знает, что ему нужно, поэтому она его развернет на свою сторону всегда. Она как будто разрешает ему периодически отвлекаться от семьи, хоть ее это и расстраивает, да. Знает ли она его вот таких вот и да, и нет. Она как бы и знает, и не знает, и догадывается, что он может себе это позволять. Ну, вот такое вот внимание к другим. То, что у него может быть зависимость какая-то. Как будто тут все-таки, даже если он обманывает, тут есть какая-то зависимость у них. Здесь она больше старается закрыть глаза, даже если знает или догадывается, она старается сохранить семью. Ну, как будто вот он может себе что-то позволить, такое флирт на стороне, она об этом догадывается и... Ну ладно, ну ладно. Ну, мой же рядом придет. Подход она к нему знает. А так и будет продолжаться. Не, он от семьи никуда не уйдет. Он будет помогать, даже если уйдет, он всегда будет помогать своей семье. Тут как бы тут и ухода-то нет, потому что ему там все устраивает. Ему все разрешается. Как бы вот к нему нормально относятся, можно договориться, знать друг другу подход. Ну, тут как бы вот один, другой вот так вот. Вот. Знают все свои точки там, точки друг друга, на что нажать, как там понять, там, на что закрывают глаза, на что-то прощают. Нормально там, все нормально, взаимопонимание как бы. Вот вам подсказка. Алина, вам подсказка. Рискните, чтобы воплотить новые идеи в жизнь. Что у вас там за идеи? Воплощайте свои идеи в жизнь. Возможно, вы как... Что-то вы хотите такое стабильное начать или продолжить, и у вас получится. Не знаю, чего это касается. В общем, что-то у вас получится, что-то или новое дело, или насчет дела, или насчет семьи, или насчет
Насчет детей, может, не знаю. В общем, что-то вот вы задумали такое, у вас получится. Я не знаю, что такое. Что-то вы хотите, получится у вас. Вот. Не знаю, что это. Вы будете довольны. Вы, ну, там придется еще поработать, конечно, дальше, если хотите еще результат. Слушайте, тут еще донатик пришел. Антонина. Спасибо, Алина, вам тоже удачи. Давайте посмотрим. Антонина. Так. Что ждет до конца октября? Для Антонины смотрим. Подождите, Ирина, я еще пока эти читаю донатики, вопросики. Пока только по подсказкам 2 человека ответила. Так, для Антонины сейчас смотрим, что ждет до конца октября. Для Антонины. Какую-то новость издалека можете услышать, узнать. Какая-то новость вам придет. Знакомство, кстати, может быть. Известие получите о каком-то человеке. Можете встретить человека, ну смотрите, тут как бы вот получается, что пара, да. Можете какого-то человека встретить в октябре, который вам будет очень близок по душе, как-то вот вам будет комфортно, будете общаться, понимать друг друга. Он может быть моложе вас, понимаете, моложе вас может быть. Я еще раз уточнила, тут одни пажи. Пажи. Может быть моложе вас человек, с которым вот вы поймете, что вы понимаете друг друга, вам хорошо, вам классно. Тут даже может быть симпатия, может быть любовь, конечно, но да, может быть любовь и страсть. Вот, так что какой-то человек моложе. Но здесь, знаете, как будто он издалека приедет. Вы понравитесь друг другу, но отношения на расстоянии, не знаю, получится ли у вас отношения на расстоянии, зависит от мужчины. В общем, отношения на расстоянии вы можете заработать в октябре себе насчет личного. Какое-то новое знакомство, но он будет не здешний, не там, где вы. В деньгах будет, вот сколько заработаете, столько и будет. Будет колебаться этот уровень Доу Джонса, там как там, да, будет колебаться, будет то вот на коне, то как-то тут что-то вот не очень. Ну вот сколько заработать, сколько поработаете, столько и будет по заслугам насчет денег, да, тут нужно будет потрудиться. Видите, тут нужно будет вот в конкуренции проявить себя, показать, что да, я могу, стараться, не выходить со своего пути, действовать как бы. И в работе, тут в карьере все нормально будет, да. Вот сколько заработаете, столько и получите. Показывайте, что вы хороший специалист, все будет нормально с деньгами. Но придется побороться. Много не пейте с каким-то мужчиной, не пейте много, потому что по здоровью тут можете, знаете, выпить, споткнуться, упасть, не знаю, ну, будьте аккуратнее. Ну, колющие вот эти вот острые предметы, смотрите аккуратно и смотрите, что вы пьете, чтобы все было нормально. Смотрите, какие напитки вы пьете, ну, чтобы... Горло можете застудить, возможно. Смотрите, вот по здоровью насчет этого. Здесь опять же с каким-то человеком вы... Ограничения будут с каким-то человеком. Блин, вот, может быть, с тем, с кем познакомитесь, или с другим, я не знаю. Здесь получается, что мужчина в вашей жизни, смотрите, а вы от него закрыты, вы не можете никак. И притом вы сами закрылись, вы сами так решили от какого-то человека отдалиться. Почему так показывает? Да, вы решили, видите, отдалиться, то, что вам не нужно это. Да тут опять так, смотрите-ка, вам нужно быть... Самостоятельно любить себя, как будто любить себя, говорить себе комплименты, писать себе записки,
не знаю, флиртовать, как-то научиться. Жить, ну вот свои цели поставить вам нужно, свои цели. Ну, помимо того, что происходит. Ставьте свои цели и идите к ним с любовью к себе. Здесь как-то так. Потому что здесь вам дается энергия на достижение ваших целей. Поэтому вы можете действовать, даже если думаете, вот, вернее, не думайте даже, не думайте, что вы не справитесь. Вы просто начинайте делать, и все получится. Тут не надо сомневаться даже. Да, как будто вы, смотрите, заслуженная победа к вам придет. Поэтому где-то тут так. Вы еще этого не знаете, но вот, будет так. Заслужите, заслужите. Антонина, давайте подсказку посмотрим на этот вопрос. Относитесь ко всему с чувством юмора. Относитесь ко всему с чувством юмора. Улыбайтесь, выдохните. Так, спасибо, Антонина, за ваш вопрос. О, да. Так, сейчас я вернусь в чатик. Светик, подсказки. Супер, благодарю вас. Тоже благодарю, что на эфирчик зашли. Приходите, удачи вам. Так, смотрим для Светика. Добрый вечер, подсказки. Светик, это для вас подсказка. Ищите помощь на стороне. Если вам нужна помощь, ну, спросите у кого-нибудь совета, подсказки, да, может, на работе что-то подсказать. Ой, у меня, кстати, на работе я задала один вопрос одному человеку, второму и третьему. И каждый ответил по-разному. А вообще-то ответ должен был быть один. Представляете? Ну, в общем, вас можно обратиться за помощью, все будет нормально. Светик, подсказка. С легкостью отказывайтесь от всего, что не идет вам на пользу. Ну, подумайте, что это может быть. Может, кто-то на вас давит. Может, кто-то зовет вас гулять всю ночь, там, пить и веселиться. Не знаю. Может, вы едите какую-то еду нехорошую. Может, стоит прекратить, если там живот болит потом. Ну, то есть, сами смотрите. Так, Светик, так, смотрим подсказку. Ой, не оборачивайтесь назад, там все без изменений. Видите, смотрите только вперед. Только ваше будущее. Настоящее прочувствуйте, кстати, момент в настоящем и смотрите в будущее. Для Светика подсказка. Ты чертовски восхитительна. Лучшее, что могло случиться в твоей жизни, это ты. Миру нужны твои таланты и энергия. Вот. Так что вам тут целое, прям, не знаю, букет комплиментов. Карты сказали. Так, Светик. Послание из будущего. Помоги тому, кто просит о помощи. И этот человек поможет тебе, когда это потребуется. Ну, классно. Видите, вы поможете, и вам помощь придет. Супер. Спасибо, Светик. Давайте дальше посмотрим. Для Евгеши на всех, да? Так, слушайте, я для Евгеши смотрела подсказки. Один раз пишем только. То я могу запутаться. Мухаббат, подсказка. Подсказка для Мухаббат. Так, Мухаббат, ваш вопрос, подумайте. Подумайте. Подсказка для Мухаббата. Мухаббат, подсказка. Позвольте себе быть не идеальным. Мухаббат, это вам подсказка на ваш вопрос. Позвольте себе быть не идеальным. Идеальных не бывает. Такие, какие есть, что делать. Вот так вот. Такие родились уже, чё ж. Анна Баирова, здравствуйте. Да, подсказки. Так, сейчас смотрим. Для Анны Баировой смотрим подсказка. Проявляйте активность. Проявляйте активность. Ничего себе, вам можно проявлять активность. Так, посмотрим. Для Анны Баировой подсказка.
Самое время пополнить свой энергетический ресурс и набраться сил, а только затем приступить к делам. Я, кстати, об этом подумала, когда проявляете активность выпала. Я думаю, тут, наверное, еще будет, что нужно равновесие и наполниться энергией и проявлять активность. Потому что где вам взять силы, чтобы проявлять активность? Тут надо грамотно распределять время. На отдых тоже. Анна Баирова. Двигаясь к цели, не забывайте получать удовольствие от пути. Получайте удовольствие от пути. Так, для Анны Баировой подсказка. Тебе нужен совет. Не нужно полагаться на друзей или интернет. Лучше послушай совет профессионала. Какой-то совет вам, какой-то специфический вам нужен совет. Может, в какой-то узкой области? Или знаете, почему нельзя слушать еще своих? Потому что свои, они же не могут вам дать как совет со стороны. Они могут, у них чувства замешаны. Родня свои, они же хотят, чтобы вам было лучше. Да, они не могут посмотреть со стороны, прям вот совсем чувства свои отключить. Поэтому говорят, поэтому со стороны. Анна Баирова, послание из будущего. Разреши себе сделать перерыв, переключи свое внимание на что-то другое. Вот. Анна Баирова, вас тоже благодарю. Сейчас Анна Баирова у нас была по подсказкам. Так, сейчас у нас Аннет. Нет, Ирина, до вас еще не дошли. Тут еще у нас... Сейчас Аннет, потом Людмила. А потом Ирина. У меня после Анны Баирова Светик и Аннет, потом Антонина, потом Алина, потом Людмила, а потом Ирина. Сейчас я посмотрю, было где там Ирина, так. Вон где Ирина. Давайте смотрим для Ирины. Ирина была раньше. Да, я просто не помню, я Ирине подсказку давала, нет, я не помню. Давайте для Ирины. Ирина, вам, смотрим вам. Для Ирины смотрим. Ирина, подсказка. Извините, если я пропустила. Используйте свое обаяние. Ирина, используйте свое обаяние. Так. Для Ирины подсказка. Наберитесь смелости и решительности. Удача на вашей стороне. Вау, удача на вашей стороне. Планируйте, планируйте, планируйте и действуйте. Потому что сейчас удача на вашей стороне. Все получится, поэтому старайтесь как можно больше сделать, пока удача с вами. Пусть она вам там все поможет сделать. Для Ирины подсказка. Ой, не пытайтесь понравиться всем. Смотрите, уже сегодня эта подсказка уже была. Намекают. Так, для Ирины смотрим подсказка. Расслабься. Не надо стучать в закрытую дверь. Расслабься. Пусть хорошее придет в твою жизнь само. Я бы тут сказала, что надо просто переключить фокус внимания на другое. Потому что у вас тут удача идет. Видимо, какое-то дело отложить. Постучаться туда, да, закрыто, хорошо, пойду в другую дверь. Потом вернуться туда попозже. Вот. Ирина, вам послание из будущего. Ой, смотрите, не нужно оставаться с тем, кто разбивает твое сердце. Дари свою любовь только тем, кто этого достоин. Вот. Если вам кто-то делает больно, не общайтесь с этим человеком. Постарайтесь, по крайней мере. Делайте так, чтобы с вами были только хорошие люди. Чтобы вам было хорошо. Так, теперь-то у нас кто? По подсказкам. Аннет, да? Благодарю вас, Ирина. Спасибо, что на эфирчик приходите. Удачи вам. Теперь смотрим для Аннет. Подсказка для Аннет. Все получится. Ой, смотрите, Аннет, смотрите, это для вас. Все получится. Прям супер, супер, супер. Я очень рада за вас.
Все получится, все получится. Так, для Анет подсказка. Делайте все с улыбкой и получайте удовольствие от всех дел. Тут, кстати, вот у меня карта перевернулась. Вот. Будьте готовы к подаркам судьбы и поверьте в то, что все возможно. Поверьте в то, что все возможно. И какие-то подарки судьбы. Но это перевернулось, сейчас я еще достану сама. Для Анет. Не спешите, все сбудется в лучшее для вас время. Самые главные слова тут: все сбудется. Видите? Все будет хорошо. Так, для Анет подсказка. Будьте экономнее. Никак у тебя не получается тратить деньги с умом. То ума не хватает, то денег. Такая вот шуточная. Ну, намек вы поняли. Так, для Анет послание из будущего. Все в жизни можно изменить. Если ты ничего не делаешь, чтобы изменить то, что не нравится, то ничего и не изменится. Просто сделай первый шаг. Ну, я думаю, вы этот шаг делаете и сделаете, и будете делать, как бы вот, вы все это знаете. Какие хорошие подсказки, благодарю. Да, мне тоже понравились ваши подсказки, классно, вам удачи. Спасибо, что на эфирчик зашли. Давайте дальше будем смотреть. Людмила, добрый вечер. Так, как поступить со своим другом? Подскажите. Ну, подсказку я вам вытащу, да? Пишите подсказку, не пишите вопросы, потому что вопросы я тут вам не скажу. Добрый вечер, Зарина, добрый вечер. Так, Людмила Козленко. Для Людмилы подсказка на ваш вопрос. Время сделать передышку и набраться сил. Видите, вам нужно отпустить ситуацию и подумать в спокойной обстановке. Не торопите себя. Делайте передышку. Оксана 44, подсказка. Оксана, для вас подсказка. Смотрим. Позвольте себе быть не идеальной. Эта подсказка уже сегодня была, видите. Она хочет быть на виду. Позвольте себе быть не идеальной. Вот такая подсказка, Оксана. Так, теперь раз подсказки все уже получили, давайте будем смотреть вот на этой колоде. Общий расклад. 10 посланий из будущего. Будет 10 посланий, поэтому вы можете загадать цифру от 1 до 10. Так, сейчас я напишу 10 посланий из будущего. Вы можете загадать любую циферку. Так, я закреплю, наверное, то, чтобы... Вот. Донатила Зарина сейчас. Давайте пока выбирайте, в общем, послание, циферки, а я пока посмотрю донат для Зарины. Вопросик отвечу. Сюрпризы. Все хотят сюрпризы. Классно. Так, какие же у вас сюрпризы? Заканчивается? Слушайте, смотрите. Я уточнила, смотрите, насчет любви, насчет любовных отношений. Сразу просто интересно. Вот то, что вот у вас ничего не было, никаких серьезных отношений, это заканчивается, это я уточнила по этой карте. Потому что дальше у вас начинаются какие-то серьезные отношения. То есть этой осенью закончится одиночество и наконец-то будет знакомство для серьезных отношений. Кто этот человек? И сразу вышел он. Вот я, говорит, смотри, какой я красавец. Он очень себя любит, очень такой показушный. И следит за своим телом, за своим здоровьем, за тем, как он выглядит. И очень любит прикосновения.
Успешной вам недели, Ирина. Спасибо вам тоже. Видите, он всегда побеждает, он любит побеждать. Ну такой прям вот победитель, ну такой вот себя любит, да. Кого-то закрыт. От него закрыто, как будто вы смотрите. Пока что. Как вы встретитесь, подождите, говорит. Как вы встретитесь, подождите, все случится быстро, неожиданно и закрутится быстро у вас. У вас отношения закрутятся очень быстро. И переписка, и общение как-то все вот так закрутит быстро. Но он такой. То есть, знаете, какой? Вы обратите на него внимание. Он любит, когда на него обращают внимание. Он все сделает, чтобы на него... Ну, не знаю, он к этому привык, что на него обращают внимание, видимо, потому что он выглядит так достойно, знаете. Вот он ухаживает за собой, за своим телом. Занимается он вот этим своим прям. Вот. Понимает, что физическое здоровье очень важно. Вот. Так, еще какие сюрпризы. Так, ну в финансах тут придется отстаиваться, придется отстаивать себя ради своего будущего, ради своих успехов, чтобы у вас получилось. Да, какие-то неясности. Ну, кайфовать вы сильно легко-то не будете. Легко не будет. С финансами придется бороться за свои деньги, придется там, не знаю... Мое, тут должно быть мое, бороться. Тут как-то вот отстаивать свое. Деньги, в общем, придется вам зарабатывать. Нужно будет отработать эти деньги, чтобы их получить. Здесь как-то так. Ну, насчет здоровья тут тоже, тут почему-то у всех так выпадают какие-то. Насчет здоровья тут просто смотрите, не порежьтесь случайно там, да, не пораньтесь. Можете разбить что-то, да, там разобьете кружку, например, можете порезаться там, когда будете осколки собирать. Что такое насчет здоровья? Просто будьте аккуратнее, просто и внимательнее, и все нормально тут будет. Вот. Знаете, тут что еще произойдет? Насчет своей мечты вы получите какое-то известие. Что-то вот вы о чем-то мечтаете, да, и вы еще не понимаете, как и что, и вот вы это узнаете, выясните, то есть что-то вам откроется, какая-то новость, известие, может где-то вы что-то услышите, может где-то вам подскажут, к интуиции прислушивайтесь, потому что насчет вашего будущего, насчет того, чтобы стать свободной, чтобы много зарабатывать, независимой, да, чтобы вот, например, не знаю, чтобы получить то, что я хочу, да, и ни от кого не ну, что-то такое для вас важное, что-то касается вашей мечты, вы узнаете. Какая-то подсказка придет, какая-то новая, где-то что-то вы поймете. Вы еще не знаете, но вы это узнаете. Как будто что-то неизвестное вам откроется. Вот это важно еще. Если вам что-то не нравится, то, что сейчас в вашей жизни происходит, то это закончится. Это закончится. Да, и начнется новый этап в вашей жизни, тут придет какой-то мужчина. Какие с ним могут быть отношения? Закрыто романтичные. Вот, тут так получается. Знаете, здесь еще, что вам еще нужно знать, то, что вы уходите от того, здесь как-то судьба поворачивается, да, когда вот ничего у вас не происходило, когда вот тут вот денег, возможно, на что-то не хватало, или не хватало человека, когда, ну вот чего-то не хватало как будто для счастья, да, вы вот уходите оттуда. Вроде бы все нормально, да,
но чего-то не хватает. Вы уходите вот туда, где будет хватать. Куда-то. Вот от чего же вы уходите? От того, что вас расстраивает. От того, что вам не нравится. Тут может быть и смена работы, и переезд. Да? Ну, в общем, здесь смена вид деятельности может быть. Вам что-то не нравится, вам надоело, и вы будете пробовать это менять. Как будто вам какой-то человек может помочь, какой-то мужчина вам может помочь, что вот толчок в будущее. Возможно, он вам может подсказать, как это лучше сделать. Или просто в разговоре, видите, тут вот вы к вашей мечте пойдете. Что-то такое вот вы можете узнать, услышать. Как будто вы что-то поймете, как нужно делать, как лучше, куда идти. Что нужно оставить уже в прошлом, да, а что вы хотите, куда, как действовать, что-то такое вот у вас будет. Давайте подсказку. Ну, здесь сюрпризы, но все равно подсказка. Подсказка для Зарины. Посмотрим. Будьте осторожны в словах. Вот тут как бы предупреждение, то что аккуратненько, надо аккуратненько. Будьте осторожны в словах. Вот, так что спасибо, Зарина, за ваш вопросик. Давайте теперь посмотрим 10 посланий. Вы уже там загадали наверняка циферку от 1 до 10. Можно 2 циферки загадать, можете одну. Вам послание будет из будущего. Благодарю, Зарина, вас тоже. Удачи вам. Спасибо, что на эфирчик пришли. Вот. Так, 10 посланий будет. Послание вам выбирайте. Единички. Кто загадал цифру 1? Первое послание. Ты уверен, что выбрал правильную дорогу? Что ждет тебя в конце пути? Смотрите, у вас тут выбор. Вы можете не выбирать то, о чем вы думаете, если вы сомневаетесь. Ну, подумайте, в общем, здесь у вас тема выбора, двоечки. Вам послание из будущего. То есть будьте готовы к результатам. Двоечки. Не нужно казаться тем, кем не являешься. Ты лучше, чем ты о себе думаешь. Цветок не соревнуется с другими цветами. Он цветет для себя. Троечки. Ты счастливчик. У тебя все будет замечательно. Супер. Четверки. Четверки. Стоп, перестань это делать. Ты знаешь, о чем я говорю. Так, вы там в холодильник залезли? На ночь хотели поесть, вам говорят, стоп, закрой холодильник. Да, качай пресс. Так, 5-я позиция. Кто пятерочку загадал? Пятерки. Кто-то хочет тебя обмануть. Пожалуйста, будь осторожен. Так, пятерки. Вы, в общем, читайте на этой неделе все, что написано мелким шрифтом. Не соглашайтесь ни на что. Скажите, ну, приходи через недельку, там, я подумаю. Как бы сразу не принимайте решение, ладно? Так, шестерки. Шестерки, вам послание из будущего. Не зацикливайся. Отпусти ситуацию, все разрешится наилучшим образом. Я же даже еле прочитал, не знаю почему. Отпустите ситуацию. Видимо, трудно вам отпустить. Семерки для вас. Послание из будущего. Ты забыл что-то важное. Ты еще успеешь все исправить. Вспоминайте, что там такое вы забыли. Давайте. Может, в духовке у вас пицца лежит. Не знаю. Не забудьте вытащить. Так, это на семерке, да? Да, восьмерки. Теперь восьмерки. Смотрим. Не нужно оставаться с тем, кто разбивает твое сердце. Дари свою любовь только тем, кто этого достоин. Так что восьмерки. Убирайте из своего окружения таких вот какашечек, которые вам настроение портят. Девятки. Послание из будущего. Перестань бороться за признание людей, которые никогда не интересовались твоей жизнью. Верь в себя. И десятки. Десятки. Отношения – это тоже работа. Не пускай все на самотек. Обрати внимание на ваши отношения. Здесь отношения могут быть не только любовного характера, но могут быть коллеги по работе, там семейные какие-то, с родственниками. Любые отношения могут быть. У всех по-разному, потому что... Так, давайте теперь посмотрим общий расклад.
что делать и что не делать, чтобы следующая неделя была хорошая. Или можете загадать какую-то неделю, если она важна вам. Если там что-то такое происходит. Смотрим. Будет 3 позиции. Смотрим. Первая позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошая. И что не делать, чтобы неделя была хорошая. Смотрите, что делать, чтобы неделя была хорошая. Строить планы насчет будущего вашего. Чтобы неделя была хорошая. Общайтесь с людьми. Записывайте любую информацию, которая к вам приходит. Стройте планы на будущее. Прям стройте планы так, что, например, если я переезжаю, то я смотрю, какая там зарплата, сколько денег надо собрать, сколько стоят билеты. То есть стройте планы, записывайте, то есть все в голове вот это планируйте, что вам нужно делать. Что вам не нужно делать? Вам не нужно пока что делать выбор. Не нужно пока что не делайте выбор. Отложите на недельку. Не нужно принимать сейчас такие решения, которые импульсивные, вот это не нужно. Пока так. Двоечки, что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Ну, здесь идти в новое легко, рассмотрите новые предложения, которые вам поступят. Тут много возможностей перед вами открывается, рассмотрите все. Но будьте внимательны, смотрите по сторонам, чтобы как бы вот как на картинке он идет, гордо подняв голову, да, но не видит, что там внизу обрыв. То есть внимательно рассмотрите все предложения, но рассматривайте так, чтобы на будущее наперед знать последствия. Не так, что необдуманно, вы внимательно тоже читаете, что там написано, что вам предлагают. На сомнительное предложение не соглашайтесь. Возможностей много, но нужно выбрать правильно. Идите в новое, если вы хотите, начинайте новое, если вы хотите. Что не нужно делать? Не нужно очень много работать. Дайте себе отдохнуть. Здесь, знаете, да, классный специалист, вы уже знаете что-то там в своей сфере в определенной, да, у вас знания определенные есть, но здесь слишком не упахивайтесь, знаете, вот не занимайтесь только работой, занимайтесь еще тем, что приносит вам удовольствие, чтобы вы легкость где-то вот наполняйтесь легкостью, гуляйте куда-то, ходите. Не надо все время заниматься только работой. Работать надо, отдыхать тоже надо, наполняться надо. Так, троечки, что делать, чтобы неделя была хорошая? Что не делать, чтобы неделя была хорошая? Что делать, чтобы неделя была хорошая? Чтобы неделя была хорошая? Слышу донатика, звук доната. Чтобы неделя была хорошая? Троечки, вам нужно проявлять коммуникацию, больше общайтесь, можете там чаек выпить с теми, кто на работе, поболтать. Здесь как бы флирт общения, разговоры, болталки. Вот, здесь такое вот. Легко общайтесь, наполняйтесь, занимайтесь, знаете, тем, что вас наполняет. Может быть, вы любите рисовать, порисуйте. Что вам не нужно делать? Вам не нужно проявлять холодность к людям. Вам не нужно замыкаться в себе. Вам не нужно заканчивать пока что-то. Подождите немножко. Не принимайте сейчас таких решений, что что-то вот там должно закончиться. Ну, посмотрите на ситуацию с другой стороны. Здесь как бы вот, что не нужно делать, не нужно просто проявлять холодность, безразличие к людям. Будьте открытие, как бы вот мягче. Идите на контакт, на общение, как-то вот так вот. Такой был вообще расклад. Сейчас посмотрю донаты. Вот так у нас Светик. Светик задает вопрос. Сейчас посмотрим для Светика. Так, посмотрим, кто этот мужчина, который идет к вам, да? Угу. Слушайте, а вы можете быть с ним знакомы. Нет у вас какого-то мужчины, с которым, знаете, вот которому тянет, который нравится вам? Может быть, у вас были уже отношения, так это... Блин, тут может вернуться какой-то бывший ваш мужчина. С кем вы встречались, который был очень хороший, к нему тянуло прям, с которым
интим был классный. Вот этот человек может прийти. Так. Не показывают, говорят. Слушайте, ну может прийти, ну в общем, смотрите как, может прийти человек из прошлого. Сейчас я эти карты держу. Человек из прошлого может прийти, тут как будто два варианта, вот тут не определено еще, я пока начну вот сначала. Тут может прийти человек из прошлого, с которым у вас были уже интимные отношения, и тяга была очень такая, что как бы зависимость была, что все так классно было в интиме, что супер-супер просто. И вот я еще раз переспросила, знаете ли вы или нет, да, были отношения, вы от него огородились как будто. Этот как раз отношения не хочет. Но здесь, смотрите, здесь, видите, потом я еще раз хотела уточнить про него. Здесь мне говорят, что здесь еще не определено. Видите, здесь еще не ясно ваше будущее. Здесь есть два варианта развития событий. Видите, вот по этой карте два варианта. То есть может быть и так, и так. Это зависит от ваших действий, от того, как вы будете проявляться в этих отношениях, как там. То есть это зависит от вас. Здесь еще нет точного. То есть есть и вариант и остаться с вот этим, да, что-то там прожить, сделать. И есть вариант то, что будет новый мужчина, и с новым мужчином там замутить. Давайте нового мне покажите, нам нового покажите. Как вы поймете, что это он? Как вы поймете, что это он, новый мужчина? Вы поймете то, что как бы у него долго не было отношений, но он будет серьезно настроен. Он влюбится. Вы поймете, что это он, новый мужчина, он сразу даст вам понять, что он настроен серьезно. Да, он какое-то время не был в отношениях, он свободен, но влюбится и захочет быть с вами. Вы как-то поймете, он вам даст знать. Но знаете, он как будто разобьет все ваши мечты. То есть, но зато он даст вам стабильность какую-то. Он даст вам стабильность, новый человек, и позволит вам быть девочкой. То есть, как бы решение будет принимать он. А вы девочка. Муж зарабатывает деньги, а я красивая, да, как говорится, а вы там красивая. Возможно, он вас будет в чем-то ограничивать, да, но это будет справедливо как будто. То есть он вас будет ревновать, будет ограничивать, будет контролировать, где ты, с кем ты, когда придешь. Вот такой будет ревнивый, потому что, видимо, будет повод, потому что, ну, ревновать будет, или вы будете давать ему такой повод. То есть он будет знать обо всем. Он будет бояться, что вас кто-то уведет, придет, заберет, увезет. Вообще вот так вот. Вот. Для семьи какой он? Как будто он на расстоянии. Он как будто для семьи, он не показывает, какой он. Говорят, что он на расстоянии, он сейчас далеко от вас, тот, который из будущего мужчина. Но это расстояние, оно сократится тогда, когда у вас начнется флирт, и когда у вас, возможно, вы можете забеременеть, короче, от него. Смотрите, аккуратно, если не захотите. Потому что если вы будете вместе, то тут как будто ваша свобода, ну, ваш вот этот внутренний мирок, он изменится, вам придется меняться, вам, возможно, придется переехать, потому что он будет не где-то рядом с вами. Придется переехать. No, I don't speak English. I don't understand you very well, да. Этот отношение серьезное не хочет, понятно. Но новый будет, он вас заберет к себе. Он влюбится и заберет вас к себе. Ну, ждите, когда ворвется. Так, а это что? В общем, когда вы, ну, вот, когда вы поймете, чего вы хотите, да, вам и так хорошо, что ворвется в вашу жизнь? Ворвется в вашу жизнь вот этот вот человек, которого вы отошьете сначала, потому что вы не захотите, чтобы вам делали больно. Вы подождите, говорят, подождите, он придет. Вот он, мужчина. Подождите, вы сами увидите. Вам тут надо какое-то пройти, да, ну видите, наполнение. Здесь какое-то время
должно пройти. Когда вам нужно будет наполниться. Здесь как будто вы теряете энергию. Энергия в прошлое уходит, да, в прошлое уходит. Если вы хотите нового мужчину, то у вас уходит энергия все в прошлое. Поэтому нету нового. Ну, смотрите, вы можете пойти в будущее, там, не знаю, как хотите, с этим и с новым. Что у вас будет с этим мужчиной? С этим мужчиной решите, смотрите, с этим мужчиной вы захотите пойти, даже если и в новое, то тут как бы вы все равно. В общем, с этим мужчиной вам не понравится, потому что он вам как будто все-таки не может дать, что вы хотите, и вы решите пойти в новое. Но надо выяснить сначала, сможет ли он или нет, потому что у вас сомнения есть. Сомнения есть, вот они, сомнения есть. Когда вы думаете, что все может получиться, да, нет, видите, вас это очень расстраивает. То есть надо с этим все решить. У вас нету такого, что вот вы можете выбирать, в общем, вы можете выбирать или остаться с этим партнером, или ждать другого, встречи с другим. Ну, то есть вам не нужно ждать. Тут как бы вам говорят, что вам не нужно ждать. Вам нужно жить своей жизнью, начать жить свою жизнь. Не знаю, тут сами смотрите. Тут вы выбор должны сделать. Независимо ни от чего. Просто вот от того, как вы хотели бы. Вы поймете, какой выбор сделать, когда вы пообщаетесь с этим мужчиной, с которым вот сейчас вы, например, общаетесь. Когда вы выясните, какое будущее он вам может дать. Подходит ли вам это или не подходит. Просто время идет, когда вы... с тем партнером, который не настроен на серьезные отношения, а вы ждете, например, когда он предложит вам руку и сердце. Вы думаете, что вы будете жить вместе, а он об этом и не думает. Вот. Ему и так хорошо. Поэтому смотрите сами. Или переводите ваши отношения на новый уровень, когда давай уже будем серьезно вместе строить наше будущее, да, или как бы, ну, тут надо подумать, что будем делать, что решать, как бы вот. Так. Да. Но вы все равно придете. Тут как будто, знаете, сомнений очень много, да, но они развеются. Видите, вы все равно придете к тому, чего вы хотите. В итоге вы получите то, вот, вы будете довольны, в общем. Карта чуть не упала. Вы будете довольны. Вы будете довольны своим положением. Вот. Будьте довольны. Здесь как будто и переезд возможен, и удача на вашей стороне будет. Через какое время? Подождите, и вы поймете. Подождите, понаблюдайте, пообщайтесь. Вы поймете, как нужно действовать, что нужно, как лучше. Сомнения исчезнут, уйдут сомнения. Уйдут, вы прям поймете. Когда это время придет, поймете, как действовать и куда вам, как вы хотите. Но вам нужно, если в новое идти, то это нужно закончить и отпустить. Или попробуйте, потому что человек еще придет, у вас еще будет шанс, возможность поговорить, обсудить все. Вот. Опять смотрите, вот этот человек, да, видите, с которым вы мечтаете, чтобы вы были вместе, он вам не может дать, а может дать вот человек. Когда вы видите, с одинаковой энергией придет ваш человек. Вы такая, и он такой, там, вы поймете друг друга. Вы, кстати, будете интеллектуально будет вам нравиться и подходить. Вот. А тот, который вы идеализируете, видите, он как-то немножко... Ну, в общем, подумайте, у вас два варианта, вы можете выбирать. Смотрите, да, но с этим человеком тоже у вас может получиться, поэтому тут нельзя так сказать, что прям совсем нет. Пока что еще не завершен этот момент. Тут нельзя точно вам давать советы даже и что-то говорить, потому что вам самим нужно сделать выбор.
Здесь потому что если вы сейчас не сделаете самостоятельно выбор, да, то есть вы решите или проработать эти отношения вместе, обговорить, да, или как-то зайти снова, будущее построить, или вы заканчиваете. Если вы не сделаете этот выбор, то самостоятельно, я имею в виду самостоятельно, а не кто-то вам сказал, да. Если вы самостоятельно не сделаете, то в будущем опять же этот выбор придется делать. Поэтому сделайте лучше сейчас его, основываясь на своих ощущениях, на своих чувствах, на своих вот этих проживаниях, эмоциях. Вот, тогда вы сделаете правильный выбор, правильное решение. То есть вам будет спокойно, что вы приняли правильное решение. Да, я этого хочу, например. Или я хочу быть вместе, значит, пробуем, чтобы были вместе. Значит, нужно как бы попробовать все, что можно, да, нужно поговорить, нужно обсудить, нужно дать возможность там быть вместе, там пожить вместе, возможно, да, какое-то время жить вместе, посмотреть, получится ли, то есть дать возможность этим отношениям, дать шанс, да, но если уже потом совсем уже, например, не получится ли вы примете решение, что нет, то нет, а если все получится, то да, ну как бы вот нужно вот так вот, то есть только вы можете решить. Потому что если вы до конца не будете уверены в этом, вы будете сомневаться постоянно. А тут вы должны быть уверены 100%. Тогда вам легче будет отпустить или сомнения, или отношения. В общем, так, Светик, вам подсказка. Развивайте свою интуицию. Видите, прислушивайтесь к себе. Мужчина сам придет с разговором, он к вам придет, он вернется, будет встреча, и вот вы можете поговорить. Я не знаю, придет ли он, с каким разговором он придет, но он придет с каким-то предложением, которое вот вас может не очень устроить. То есть нужно все будет обговорить, он придет еще. Да, он придет даже быстрее, чем вы думаете, может написать, что он расстроен, он скажет, он может вам сказать, что я расстроен, что все так получилось, почему вы расстались, хочу обратно, было же хорошо, вспомни. То есть, ну да, он еще захочет восстановить отношения. Это не окончательно. Напишет быстрее, чем вы думаете, даст о себе знать быстрее, чем вы думаете. Здесь так вот. Он начнет разговор, не переживайте. Да, и вот еще смотрите, вам подсказка. Мечтайте и действуйте, ваше желание обязательно сбудется. Вот, так что действуйте, мечтайте, действуйте. Так, сейчас я смотрю донатики. Если донатиков больше нету, то будем заканчивать эфир. Да. Все донатики ответила. Благодарю за ответ. Светик, вас тоже благодарю, что пришли на эфирчик. Удачи вам, пусть все получится. Вот. В следующую субботу мы с вами увидимся также в 21:30 по московскому времени. Может, чуть раньше. Но чтобы вам попасть на эфир сразу, на колокольчик нажмите. Подпишитесь, на колокольчик нажмите. Тогда вам сразу придет уведомление, и вы не пропустите. Потому что я иногда могу раньше начать, позже. И все просто бывает дольше настраиваешь это все. Бывает, заходишь, как сегодня, зашла, а там у меня вылетело все. Пришлось заново все это делать. Поэтому по-разному бывает. Поэтому вот на колокольчик лучше нажать, чтобы уже точно знать, когда будет эфир. Вот, я всех вас обнимаю, целую, пусть у вас все будет хорошо. Желаю вам отличной недели, пусть ваши желания сбываются. И все, приходите тогда на следующей неделе в субботу. Подсказки у нас бесплатные, вопросики за донаты. Донаты у нас пока маленькие. Вот, поэтому всем удачи. Так, сейчас найду, потом на кнопку нажать. Поиск кнопки в конце эфира, как всегда. Все, всем пока. Пока.